Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш таро-прогноз на январь 2025 года. Оценим, какие будут энергии преобладать в течение этого месяца, какие события наиболее вероятно отыграются, ну и что вам стоит запланировать на данный месяц, чтобы он для вас прошел максимально плодотворно. Поэтому настраивайтесь на совместное чтение Таро, и мы с вами приступим. Работаю я сегодня на парных колодах. Это Таро или Норман зимних пастбищ. Надеюсь, они вам понравятся. Ну, так сказать, дадут вам какую-то свою информацию, помимо того, что я вам озвучиваю. Итак, приступим. Так, раки. Основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Надеюсь, вам карты хорошо видны. Приступаем. Итак, основные энергии этого месяца. Двойка мечей. Во-первых, это карта неспешности. Это карта рационального подхода к каким-либо вопросам. То есть действовать по принципу 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это месяц, который вам позволит от чего-то абстрагироваться, что-то завершить, закрыть какие-то для себя вопросы или избавиться от того, что тяготит вашу жизнь. Может быть, не все сразу, не в полном объеме, но, знаете, как частично или постепенно. Но в любом случае прогресс здесь будет, так сказать, налицо. Учитывая тем более, что дно колоды карта сила, это ситуация, которая говорит о том, что у вас будут силы, будут возможности и ресурсы. Вопрос воспитания самодисциплины, трудолюбия, усилий в достижении ваших целей. Ну, например, двойка мечей, закрыться. Это своего рода тоже как осознанная аскеза, например, все, я там больше не ем сладкого, или я бросаю курить, или там я больше не употребляю алкоголь. То есть у каждого это будет по-разному. Или наоборот, я закрываюсь от какого-то пассивного образа жизни. Я теперь активен, я занимаюсь спортом, потому что здесь для себя открывать нечто новое, но при этом закрывая прежний образ жизни, прежний взгляд на вещи, то есть то, может быть, знаете, когда вы сами себя в чем-то уговаривали, ой, да пройдет или как-то само решится, теперь вы перестанете закрывать на это глаза, потому что понимаете, что без ваших усилий ситуация не сдвинется с мертвой точки. По вопросам работы. Двойка монет. Это аркан, который описывает следующую ситуацию. То есть вы можете одномоментно занимать 2 должности, или работать на 2 работах, или у вас может быть основная деятельность и какая-то подработка. То есть в любом случае это как развиваться в нескольких направлениях. Но для кого-то данная карта будет фундаментальна в том плане, что вы будете искать себе альтернативу. Например, понимать или осознавать, что хотите сменить работу, найти что-то более весомое, более существенное, с удобным графиком, там, лучшим коллективом. У каждого здесь свои вопросы и приоритеты, то есть будете здесь работать на результат. Так как вы все абсолютно разные, кто-то работает, кто-то нет. Давайте раскроем данный аркан для каждого из вас. Итак, для тех, кто у нас сейчас по ряду причин не работает и работать не может. О чем говорит карта? 5 жезлов – это карта высокой конкуренции. О чем она, как говорит или на что указывает? Вы понимаете, для того, чтобы справиться с материальными трудностями, нужно помимо основного источника дохода, например, дотация от государства или, может быть, помощь от близких, иметь еще какую-то свою копейку. Поэтому двойка монет – это как лавировать в текущих жизненных обстоятельствах, искать для себя какую-то возможность. Несмотря на то, что, может быть, у кого-то уже возраст, да, вы не слишком юны и сложно конкурировать с молодыми, но тем не менее, поймите, даже люди старой закалки активнее схватывают и быстрее осваивают информацию, чем, может быть, нынешняя молодежь. Поэтому терпение и труд все перетрут. То есть не ставьте перед собой каких-то, не знаю, там, шаблонов или не ориентируйтесь на чужое мнение. То есть верьте в себя. Боритесь не только с превратностями судьбы, а может быть с каким-то неконструктивным отношением к вам со стороны окружающих или с предвзятым мнением по отношению к вам. И тогда вы сможете добиться большего. Если вы являетесь соискателем, здесь идет паж монет. Паж монет сама по себе – это карта стажировки, карта трудоустройства. Более того, двойка монет – это можете пробоваться там на нескольких предприятиях, допустим. Или одномоментно проходите там и там стажировку для себя, понять,
Ну, что вам подходит больше или что вам нравится больше. Потому что здесь как выбирать из ряда возможностей. Поэтому ну, сам по себе аркан действительно сулит хорошие возможности. Если вы наемный сотрудник, то двойка монет и семерка чаш. Это то, о чем я говорила. Когда, в принципе, у вас все может быть хорошо, но вы понимаете, что как бы засиделись, нет роста ни личностного, ни карьерного, ни финансового, хотите большего. Или вы осознанно понимаете, что здесь нет перспектив, потому что семерка чаш– это выбирать лучше. Да, это сложный выбор, да, это в чем-то как бы трудные обстоятельства, но для вас они будут жизненно необходимые. Тяга к этим переменам. Если вы владеете собственным делом, то здесь по шестерке жезлов. Это карта прорыва, аркан достижений. За счет чего? Двойка мечей, карта сила, ситуация, когда кто-то вам поможет преодолеть какие-то препятствия, блоки. Может быть, с какими-то там выплатами или переводом денег за рубеж, или, может быть, открытие ваших филиалов, точек за рубежом, открытие иностранных счетов. То есть неважно, что это конкретно, но это то, что способствует развитию и расширению вашей деятельности, что само по себе сулит новые возможности и ситуацию успеха. Финансовая сторона вопроса. Рыцарь мечей. О чем говорит данный аркан? Вообще это карта трат, иногда карта потерь. Но рыцарь мечей зачастую, как показывает на практике, это крупные суммы, которые вы должны отдать. Ну, например, у кого-то закрытие долгов, у кого-то там ипотека, у кого-то рассрочка, кому-то вернуть долг. Для некоторых эта ситуация, ну, вы знаете, оплатили все и вся, у кого-то там каска, у кого-то там еще какие-то платежи, то есть крупные, значимые. То есть это, знаете, как все по базе, как говорится, распределить, начиная там от коммунальных платежей, там оплаты детям или вам каких-то там кружков и все. Рыцарь мечей это изрядно потратится, то есть действительно очень большие траты. Они также для кого-то из вас могут быть сопряжены с командировками, далее с ситуацией ремонта автомобиля, может быть, тюнинга, детейлинга. То есть, да, могут быть и такие нюансы. Но и, к сожалению, да, все-таки это карта риска, поэтому я обязана вам сказать, сейчас я уточню, конечно, этот аркан. Здесь королева чаш. Это больше касается девушек. Девочки, будьте, пожалуйста, бдительны, в особенности, если где-то оставляете свою машину, казалось бы, там в центре, в людном месте, но в самом авто не оставляйте каких-то ценных вещей, потому что, ну, как следствие, могут разбить стекло, что-то изъять, забрать. Потому что здесь сама по себе как карта потерь. Что-то, ну не обязательно, поймите, вот рыцарь мечей, хотя это вроде бы не семерка мечей, да, не карта воровства, но она как нас показывает, как правило, на рэкет, знаете, как на лед, налетели, вырвали, забрали. Или, может, вы едете там, не знаю, где-то стоите с открытым окном, подбежали, вырвали телефон, уехали. Ну, не знаю, ну, то есть, пожалуйста, здесь очень-очень осторожно в этом вопросе. Касается ли это мужчин? Ну, по суду реже, потому что первая карта сигнификатор выпала у нас королева чаш, то есть эта информация больше актуальна для представителей женской части нашего населения. Так, вопросы состояния здоровья. Тройка чаш, прекрасная. Более того, радость, праздник, хорошее самочувствие, ментальное, физическое, эмоциональное, приподнятое настроение. Плюс сама по себе тройка чаш, пусть не всегда, но тем не менее иногда, в особенности, если тут была еще уточняющая карта звезда, ну, мы сейчас тут тройка мечей. Тройка чаш и тройка мечей в плане состояния здоровья. Это работа над устранением каких-то проблем с сосудами. Это ситуация, когда если у кого-то есть проблемы с сердцем, сердечным клапаном, то есть решать этот момент. У кого-то, как я говорю, тройка чаш, тройка мечей – это искоренить алкогольную зависимость или пагубные привычки. Но и помимо всего прочего, это может быть прием соответствующих препаратов, который решит эту ситуацию. Но тройка чаш и тройка мечей также иногда указывают на закаливание. То есть то, на что может быть сложно решиться или к чему прийти. Но вы понимаете, что, допустим, для вас это может быть необходимо. Поэтому плавно, поэтапно будете, так сказать, начинать практиковать. Не все, безусловно, те, кому это актуально, но это будет благотворно сказываться на вашем самочувствии. Личная жизнь по тройке монет. Вообще это карта работы, карта взаимодействия. Поэтому здесь эмоции, они более переходят в такие бытовые аспекты. Но, тем не менее, это то, что сплочает вашу пару, ваш союз, укрепляет ваши отношения, делает их более прочными.
Мы сейчас раскроем, как отзовется данный аркан для каждого из вас. В первую очередь оценим ситуацию для тех, кто у нас свободен. Здесь 5 чаш. В связке с тройкой монет о чем идет речь? Это ситуация, когда вам кто-то может нравиться на работе, то есть перспективы, как я говорю, служебного романа. Но вот по 9 жезлов будет от этого закрываться, пытаться от этого отойти. Ну, для того, чтобы, так сказать, знаете, не было ситуации, что вы и там потеряли. Поэтому, да, вот держаться пока в стороне, присматриваться, во всяком случае, к объекту вашего внимания. Но самих отношений, как мы видим, по 5 чаш нет. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках. Здесь 3 монет и 8 мечей. Ситуация, когда вы для себя хотите закрыть этот вопрос. То есть не быть узником Азкабана, да, не быть жертвой обстоятельств и действовать по принципу «за меня все решат», а наоборот, рыцарь монет. Понимаете, что ситуация здесь слишком затянулась, ну и как следствие нужно прилагать какие-то усилия, а именно по карте смерть, трансформировать эти отношения, потому что понимаете, что, обратите внимание на прорисовку, 2 с одной стороны, 1 здесь. Что один, знаете, как работает на благо 2 других. Чтобы не получилось так, вы как лекарство от скуки для какой-то пары или по принципу левак укрепляет брак, чтобы вами не воспользовались, вы не остались здесь ни с чем, ни удел. И если вы в стабильных союзах, здесь аркан справедливость с 3 монет. Итак, для тех, кто встречается или сожительствует, это могут быть какие-то разговоры, планы или действия относительно заключения брака. Для тех, кто в браке, может быть подписание брачного контракта, каких-либо соглашений, может быть доверенности друг на друга. То есть то, что как бы расширяет в чем-то ваши полномочия, может быть какие-то совместные счета банковские, ну и как следствие вместе с тем расширяет, масштабирует вашу зону ответственности. Но, как мы видим, арканы здесь положительные. Смотрим совет. По совету 6 чаш. Это время для того, чтобы провести его с близкими, с друзьями, насладиться, напитаться обстановкой, атмосферой, общением. Может быть, для кого-то поехать на родину или в те места, где вы были ранее, но вам там понравилось, вы воодушевились, наполнились силами, знаете, как прилив силы, эмоций, радости. Поэтому здесь карты показывают, что уделите этому внимание, наполните, так сказать, свою жизнь приятными моментами. И это, знаете, как одномоментно вы формируете те воспоминания, которые впоследствии вам будут греть душу. Если мы оценим месяц в целом, на основных позициях у нас нет старших арканов. То есть месяц такой для вас плавный, вальяжный, знаете, как месяц на раскачку. Ну и оценим с вами перспективы по неожиданным событиям. Так. Угу. Как мы видим, здесь у нас маяк, фонтан и развилка. Ситуация, когда для вас замаячит свет в плане того, какой выбор сделать, каким путем идти, или как развить ту либо иную ситуацию, или на что решиться, что для вас принесет плодотворный результат. Это вопросы, знаете, даже какого-то внутреннего душевного очищения. Отсеять все не нужно. Не нужно закрыться и выбрать путь для развития, для улучшения качества жизни. У кого-то вот это вот маяк и фонтан символизирует, знаете, как очистить в первую очередь, может быть, круг общения. Или сменить место проживания, или обстановку. Опять же, вычистить, может быть, хлам из дома, потому что забирает это много сил, энергии и формирует застой. То есть это те маленькие пункты, которые позволят вам мыслить правильно, напитываться энергией и принимать верные для вас решения. Поэтому вот такой месяц, таковые энергии. Пусть так и будет. Пусть действительно маяк освещает вашу жизнь и дает вам, знаете, как вектор правильного развития, правильного жизненного движения. Я вам все закрываю только в положительном ключе. А вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас отозвалась, отыгралась информация и какие перемены произошли. Буду признательна за энергообмен. С вами не прощаюсь. До новых встреч.